Вкуснейший яблочный пирог без духовки буквально за 10 минут. Здесь в стакане у меня 135 мл воды, это чуть больше, чем полстакана. Сюда же я наливаю 125 мл растительного масла, также чуть больше полстакана, перемешиваю и переливаю масло с водой в большую миску, чтобы удобно было замешивать тесто. Добавим маленькую щепотку соли, а также добавляю муку. В миске у меня 380 грамм муки, если мне понадобится чуть больше, я добавлю еще горсть или другую в процессе замешивания теста. Как видите, друзья, тесто здесь очень простое. Мука, вода, растительное масло, все перемешали и тесто уже готово. Это тесто на растительном масле мое любимое, оно универсальное, с ним можно готовить абсолютно разнообразную выпечку, и при этом оно очень приятное в работе за счет растительного масла, оно прекрасно вымешивается и получается очень-очень вкусным. В нем не образуется никаких комочков, оно очень гладкое и эластичное. Все готово, посмотрите, мои дорогие, как только тесто собралось вот в такой шарик, колобок, кладем тесто в пакетик и оставим буквально минут на 10 при комнатной температуре, чтобы тесто немного отдохнуло. А пока наше тесто отдыхает и отлеживается себе в пакетике, мы с вами займемся яблочками. Яблоки для этого пирога можно брать практически любого сорта. Яблоки очищаем от кожицы, тогда начинка в пироге получится очень-очень нежной. Друзья, наверное, многие из вас задавались вопросом, для чего нужна вот эта сторона терки. Да-да-да, она нужна именно для этих целей. Шинкуем яблочки на терке, ну а если вдруг у вас нет такой терки, тогда просто тоненько нарежьте яблоки ножом. Теста, которое мы с вами приготовили, хватит на 2 пирога, поэтому для 2 пирогов нам понадобится примерно 3, 4 или 5 яблок. Зависит от размера ваших яблочек. Готово? Посмотрите, вот такую симпатичную горку яблок мы с вами настрогали. Ломтики получаются довольно тонкие, это то, что нам нужно, они очень быстро приготовятся. И вернемся к нашему тесту. Оно уже немного полежало, отдохнуло, клейковина в нем набухла, и тесто теперь прекрасно раскатывается. Немного подпылим рабочую поверхность мукой. И делим тесто на 2 части. Как я уже говорила, у нас получится 2 яблочных пирога, 2 яблочных вертуты или по-другому можно сказать 2 рулета. Одну часть теста я пока уберу в пакетик, отложу в сторону, чтобы тесто не заветривалось, а другую часть теста раскатываю вот в такой достаточно тонкий пласт. Тесто должно немного просвечиваться. Посмотрите, все делается очень просто и легко. И вот такая красота уже получилась. Раз-два, пару минут и все готово, мои друзья. Рецепт очень быстрый, готовится быстро и просто. Повторяйте за мной, у вас все получится. Выкладываем яблочки и аккуратно распределяем довольно тонким слоем по поверхности теста, по поверхности будущего рулета. Друзья, у нас с вами получится такая вкуснятина, яблочный пирог, яблочные вертуты без духовки, буквально за 10 минут с тоненькой, хрустящей, нежной корочкой и много сочных, нежных яблочек. Представляете, будет невероятная вкуснота. Теперь посыпаем яблочки сахаром, посыпаем по вкусу, я добавляю буквально 1-2 столовых ложки, но вы ориентируйтесь на ваш вкус. Если любите корицу, добавьте немного корицы. Яблоки с корицей – это идеальное сочетание, поэтому рекомендую искренне для тех, кто обожает корицу. Или вместо корицы можете добавить немного ванильного сахара, получится тоже очень вкусно и очень ароматно. Друзья, с каждым днем вас становится все больше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. И просто оставьте мне любой комментарий, мне будет очень приятно. Посмотрите, вот такая красота получается. Кстати, вы можете приготовить этот яблочный рулет в духовке, тогда в улитку можно не скручивать. И все уже практически готово, можно ставить чайник и звать семью пить чай. Ставим разогреваться сковородку, наливаем немного растительного масла, выкладываем нашу вертуту, нашу улитку с яблоками, накрываем крышечкой и готовим на среднем огне под крышечкой в течение буквально 10 минут. Масло можете налить побольше, тогда хорошенько и быстрее подрумянятся и бока улитки, так приготовится еще быстрее.
Как только видим, что пирог зазолотился, приобрел красивую золотистую карамельную хрустящую корочку, аккуратненько переворачиваем и продолжаем готовить еще минут 10-12 до полной готовности под крышечкой. Только посмотрите, как все быстро и просто, любимые мои. Вертута уже готова. А запах стоит просто потрясающий. Яблоки, корица, ваниль. Просто невероятные ароматы домашней вкусной яблочной выпечки разносятся по всей кухне и по всему дому. Так и манят скорее налить себе чашечку ароматного чая и продегустировать с этой вкуснейшей вертутой. Но подождите, давайте раскатаем вторую часть теста и приготовим еще один пирог. И все точно так же. Раскатываем тоненько тесто, раскладываем яблочки, посыпаем корицей и ванилью и сворачиваем вот такой симпатичный рулетик-улитку с яблочками. Отправляем на сковородку, жарим с двух сторон до красивой золотистой румяной корочки при умеренном огне, так чтобы и начинка внутри тоже полностью приготовилась. Также, как я уже говорила, вы можете приготовить эти вертуты в духовке. Получится тоже очень вкусно. Запекаем до золотистой корочки примерно 25-30 минут. Все очень быстро, просто и очень вкусно, друзья. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. А у меня желающих полакомиться вкусным яблочным пирогом оказалось очень много, поэтому я приготовила 1,5 порции вертуты, чтобы хватило точно всем, никто не дрался и не обижался друг на друга из-за того, что кому-то не хватило еще кусочка этого вкуснейшего домашнего пирога. Посмотрите только, какая вкуснятина получается. Тесто тоненькое, хрустящее, золотистое, очень вкусное, очень напоминает жареные пирожки, просто бесподобно. А начинка много яблок, нежные, пропеченные, ароматные, вкуснейшие. Друзья, делитесь рецептом с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на канал Готовим дома, а я напоминаю, что меня зовут Олеся и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся!